Здравствуйте, замечательная задача. В окружность вписан прямоугольный треугольник. Через вершину прямого угла проведена касательная к этой окружности. Расстояние от концов гипотенузы до этой касательной равно 4,9. Требуется найти высоту этого прямоугольного треугольника, проведенную к гипотенузе. Ну что ж, давайте посмотрим, как можно решить эту задачу. Я скажу, что нам понадобится, вообще говоря, один факт про угол, связанный с окружностью. Я напомню его просто, а доказывать не буду, и поставлю ссылочку, где вы можете посмотреть доказательства. Угол между касательной и хордой, который имеет общую точку на окружности, равен половине градусной меры дуги, заключенной внутри угла. То есть угол CAK равен 1/2 дуги AC. 1/2 дуги АС. Ну, то есть, к примеру, если дуга равна 80 градусов, то наш угол будет просто 40 градусов. Все очень просто. И попутно скажу некоторое следствие из этой теоремы, из этого утверждения. То есть, если у нас есть вписанный угол, который опирается на ту же дугу, например, вот такой вписанный угол АДС, он также равен половине градусной меры дуги АС. Тогда угол D равен углу CAK. То есть он равен также 40 градусов. Иногда это формулируют отдельной теоремой. А теперь к нашей задаче. Где же эти углы, о которых мы говорили? Внимание, вот этот уголок BAK равен половине дуги АБ, ее градусной мерой. Я так запишу, что угол BAK равен 1/2 дуги АБ. Понятно, о какой дуге идет речь. Но, с другой стороны, вот этот угол С прямоугольного треугольника АБС также опирается на дугу АБ, и по только что сказанному он равен углу БАК. Значит, угол С равен углу БАК. Хорошо. Но известно в прямоугольном треугольнике, что угол между высотой и катетом, вот этот угол, равен углу между другим катетом и гипотенузой. То есть угол С равен углу BAH. Это известный факт, который мы рассматривали буквально в предыдущих роликах. Вот эти углы равны, и вот эти углы равны. Рассмотрим треугольники. Какие? Зря намазал, было красивей. Беру эту намазку. Какие треугольнички мы рассмотрим? Правильно. BAK и BAH. Треугольник BAK будет равен треугольнику BAH. Почему? По острому углу и гипотенузе. Это прямоугольные треугольники гипотенузы. Общие острые углы равны по доказанному. А из равенств треугольников следует равенство отрезков BK и BH. Я напомню, что BK по условию 4, хотя это не принципиально, и мы могли бы решить задачу в общем виде. И CM равно 9. Вот это здесь написано. И требуется найти AH. На всякий пожарный, чтобы мы знали, куда ищем. То есть равны по гипотенузе и острому углу. Аналогично, смотрите, вот этот угол будет равен половине дуги АС, и угол Б будет равен половине дуги АС, но угол Б равен вот этому углу HAC. Отсюда и следует, ввиду общей АС гипотенузы для треугольников ACH и ACM, что они равны. Поэтому я запишу, что треугольник ACH, как я и сказал, равен треугольнику ACM. То же самое по гипотенузе и острому углу. Отсюда следует, что HC равно CM. То есть вот этот CM равно... Так, давайте тут одну, наверное, черточку поставим. Две уже заняты. Так, равно HC. Ну, то есть, грубо говоря, BH4, а HC 9. Но мы знаем, что высота в прямоугольном треугольнике есть средняя геометрическая между проекциями катетов на гипотенузу.
Вот это такая формула у нас повторялась много-много раз. Откуда и следует, что искомая высота AH это будет корень квадратный из BH умножить на HC, или корень из 4 умножить на 9, 36, это 6. Таков ответ задачи. Мы кое-что повторили и очень лихо решили эту задачу. Наверняка всем понятно, что если вместо четверки мы взяли бы m, а вместо девятки взяли n, тогда наша высота AH была бы корнем из mn. Так что можно составлять варианты, уважаемые учителя. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал.